Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Лечение простатита народными средствами. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Простатит – воспаление предстательной железы, возникающее из-за нарушения микроциркуляции крови в мышцах таза и тазового дна, или инфекционный процесс в ее тканях. Он сопровождается дизурией, болью во время мочеиспускания и семяизвержения, значительным ухудшением качества жизни мужчины. Несвоевременно проведенное или неправильно подобранное лечение приводит к частым рецидивам, переходу заболевания в хроническую форму. Кроме консервативной терапии, существует немало народных средств, опробованных больными простатитом и получивших отличные отзывы. Приседания – лучшее упражнение от простатита. Если в основе этого заболевания лежит воспалительный процесс, а не бактериальный, вполне возможно, что нарушено кровоснабжение мышц, окружающих предстательную железу. Для восстановления циркуляции крови нет лучше и эффективнее упражнений, чем приседания. Для начала следует пройти тест и попробовать присесть с прямыми руками, поднятыми выше головы. Приседания должны быть глубокими, то есть таз нельзя задерживать на уровне или выше коленей. Выполнение этого упражнения не менее 100 раз свидетельствует о хорошем потенциале для лечения простатита. Боль в ногах – признак слабости мышц и недостаточного кровоснабжения органов малого таза и простаты в том числе. Не нужно выполнять 100-кратные приседания ежедневно, достаточно и 3 раз в неделю. Вариант попроще – это делать 3 подхода подряд по 50 раз, с перерывом на 3 минуты между подходами. Нужно стремиться к заветной цифре 100, дополняя приседания другими упражнениями. Выполнение ножниц, сидя на полу и опираясь руками чуть сзади за спиной, по 20 раз каждой ногой. Подъем прямых ног в положении лежа на животе, по 20 раз. Комплекс из этих упражнений в сочетании с приседаниями поможет избавиться от простатита без медикаментов. Другие упражнения для лечения простатита. Упражнение первое. Ложитесь на спину, ноги положите в согнутом виде на себя так, чтобы коленки были возле вашего лица. Обхватите ноги руками, и в таком положении вам нужно пролежать от 3 до 20 минут. Это очень эффективное упражнение и помогает даже при обострении простатита, но нужно терпение. Эффект тем лучше, чем дольше вы так лежите, но не более 20 минут. Упражнение второе. Утром, когда вы просыпаетесь, первым делом сделайте массаж промежности в течение 5 минут. Этот массаж избавит вас от застоя предстательной железы. Перед едой сделайте еще одно упражнение. Стоя в полный рост, ноги вместе, приседайте на 1/3 и в такой позе поочередно двигайте коленями вперед, сначала левым, потом правым. Продолжать так делать нужно в течение 5 минут. Вечером упражнение можно повторить. Первое время, конечно, будет сложно, но со временем вы привыкнете. И вам точно не надо будет бояться простатита, если вы любите ходить. Самое доступное упражнение. Ходьба 2-3 часа в неделю снижает риск увеличения простаты на 5-25%, а также на 31% снижает шанс испытать тяжелую никтурию, преобладание ночного диуреза над дневным. Лечение простатита чаем с медом. Хронический простатит с нестабильными результатами лечения антибиотиками и настоями трав поддается медовой терапии. Мед имеет противовоспалительные и антибактериальные свойства. Кроме того, имеются доказательства, что от обычного употребления чая, смесь зеленого и черного, улучшается урологическое здоровье у мужчин, улучшается поток мочи и уменьшается воспаление всего за 6 недель. До начала лечения нужно учесть индивидуальные особенности организма, аллергию на продукты пчеловодства, наличие или отсутствие сахарного диабета, так как эти состояния являются абсолютными противопоказаниями. Меда потребуется много, не менее 10 кг. Он должен быть натуральным, липовым или цветочным.
За сутки его нужно съесть вместе с чаем около 100 грамм, используя вместо сахара ежедневно. Спустя немного времени налаживается мочеиспускание, исчезает боль, приходят в норму остальные показатели. После полного излечения для профилактики рекомендуется ежемесячно употреблять мед небольшими курсами. Рецепт из меда с чистотелом. Это народное средство применяется после проведенного комплексного лечения. Антибиотики, свечи, прогревание, лечебная гимнастика. После снятия острого воспаления нужно приготовить отвар из сухого чистотела. 100 грамм сухой травы заливают 700 мл кипятка. Кипятят не более четверти часа. Когда отвар немного остынет, его процеживают через марлю. В отваре надо растворить 500 грамм натурального меда. Этот раствор хранят в холодильнике в стеклянном сосуде. Его пьют перед едой по 1 столовой ложке трижды в день. Во время этого курса лечения алкоголь и любые медикаменты находятся под запретом. Одновременно нужно пропить отвар овса. Его принимают по стакану 150-200 мл 3 раза в день. Овес пьют на протяжении 1,5–2 месяцев с перерывами 2 дня через каждые 5 дней приема отвара. Во время такого лечения нежелательна нагрузка на мышцы промежности, посещение тренажерного зала стоит ограничить. Разрешенные виды спорта – бег, ходьба, плавание в бассейне. Первые признаки облегчения можно ощутить уже через неделю. А стойких результатов удается добиться всем, кто прошел полный курс лечения медом и чистотелом. Лечению поддаются даже случаи застарелого простатита на стадии, когда не помогает ничего, кроме оперативного вмешательства. Цветочная пыльца от простатита. Исследования показывают, что цветочная пыльца может быть эффективна при простатите из-за ее противовоспалительного, обезболивающего и антиандрогенного действия. Фактически, эффективность пчелиной пыльцы сравнивалась с противовоспалительными препаратами, такими как напроксен и индомитоцин. Согласно исследованиям, при небактериальном воспалении предстательной железы пыльца улучшает состояние пациентов, эффективно устраняя боль. Лечение простатита семенами тыквы. Семена тыквы еще издавна использовались знахарями при лечении простатита. Они являются хорошим и очень доступным народным средством для лечения данного заболевания. Так как эти семена содержат много цинка, который необходим любому мужчине в любом возрасте, они быстро лечат простатит. Почему семена тыквы помогают при простатите? 100 грамм тыквенных семечек обеспечивает 10 мг цинка, что составляет 50% от суточной нормы для взрослого мужчины. Цинк имеет решающее значение для нормальной функции простаты, так как она имеет самый высокий уровень цинка в организме. Результаты исследования 2011 года показали, что при раке простаты и аденоме простаты у мужчин цинка значительно меньше, чем должно быть. Исследование также показало увеличение выведения цинка с мочой. Во время эякуляции уходит примерно 2–3 мг цинка, поэтому вы должны обеспечить достаточное количество поступления цинка в организм. В 2014 году корейские мужчины с увеличенной простатой обнаружили, что масло из семян тыквы может выступать в качестве эффективного альтернативного лекарства без побочных реакций. Участники исследования увидели улучшение симптомов, в том числе улучшение мочеиспускания. Способы применения. Способ первый. Просто добавляйте по 30 грамм семечек к своему рациону 2–3 раза в день. Способ второй. Очистите полкилограмма тыквенных семечек и перекрутите на мясорубке. Семечки должны быть обязательно не жареными, иначе лечебного эффекта не будет. И добавьте 200 грамм меда. Перемешайте раствор и сделайте из него шарики размером примерно с лесной орех или чуть больше. Хранить их нужно в холодильнике. Но штук по 10 можно выкладывать заранее, чтобы достигли комнатной температуры. Съедать следует по одному шарику за полчаса до еды 1–2 раза в день. При этом шарик нельзя быстро проглатывать, жуйте и сосите его в течение 2–3 минут.
Это народное лечение простатита обладает очень сильным лечебным эффектом, поэтому одного курса в год будет вполне достаточно. Другие источники цинка. Зародыши пшеницы. Это слегка пророщенные зерна пшеницы. Они имеют рекордное количество цинка 17 мг на 100 грамм зерен. Устрицы. Всего в 50 граммах устриц содержится 8,3 мг цинка, а в некоторых видах до 10 раз больше. Кроме высокого содержания этого элемента, устрицы славятся как афродизиак. Семена кунжута. 7,8 мг на 100 грамм семян кунжута. Говядина и телячья печень содержат примерно 4,7 мг цинка на 100 грамм. Овсяные хлопья. Одно из самых популярных блюд на завтрак. Содержит 4 мг цинка на 100 грамм хлопьев. Настой лещины. Эффективное средство от простатита. Главный ингредиент – это лещина, фундук. Для лечения простатита вам нужно взять либо кору, либо листья лещины. Можете заваривать поочередно оба ингредиента, чередуя их. Только знайте, что кору надо заваривать в 2 раза дольше, так как она более жесткая. Итак, возьмите 1 столовую ложку листьев, либо коры, лещины и заварите ее в стакане кипятка. Закройте плотно крышкой и подождите полчаса. После процедите и принимайте по 1/4 стакана 4 раза в день. Лучше использовать каждый раз свежие веточки, но можно применить и уже использованные по несколько раз. Обычно достаточно недели таких процедур, и простатит проходит. Отметим еще тот факт, что любые лесные орехи – миндаль, кешью, макадамия, бразильские орехи, фисташки, фундук, пекан, кедровые орехи и грецкие орехи снижают риск рака простаты при употреблении их 5 раз в неделю на 34%. Лечение простатита полынью. Терапия полынью помогает практически при всех заболеваниях половых путей, в том числе и при простатите, убивая гноеродную инфекцию. Для проведения полного курса лечения достаточно 100 грамм сухой полыни. Ее протирают руками, одновременно измельчая как можно тоньше, а затем просеивают через дуршлаг. Та трава, что прошла сквозь его отверстие, будет приниматься в сухом виде внутрь, а та, что осталась непросеянной, пригодится для приготовления отвара для спринцевания мочеиспускательного канала. Горечь сухой полыни, проходя через желудочно-кишечный тракт человека, действует на организм очищающе, избавляя его от возбудителей инфекции. Последовательность лечения. В первые 3 дня, через каждые 2-2,5 часа, нужно проглатывать по щепотке сухой полыни, смачивая ее слюной и запивая водой. От приема пищи периодичность приема полыни не зависит. В этот период нельзя делать перерыв между приемами сухой травы даже на ночь. В следующие 4 дня полынь ночью не принимают, а днем ее пьют по 5-6 раз в день. Вечером каждого дня нужно делать полынные микроклизмы. Чтобы их приготовить, берут 1 чайную ложку с горкой сухой полыни, заливают литром кипятка, остужают настой до 40 градусов, процеживают, отливают 100 мл. Половину из этого объема впрыскивают на ночь в задний проход. Позывов к дефекации бояться не нужно, их не будет. Вторую половину, 50 мл, впрыскивают в уретру. Сделать это не очень просто. Нужно прижать края мочеиспускательного канала к наконечнику миниатюрной спринцовки, а ее содержимое резко впрыснуть. При правильном выполнении этой процедуры отвар полыни пройдет до мочевого пузыря. Спустя 3-4 дня при хроническом или латентном простатите начнется выход застаревшего гноя. Отвар не должен быть слишком холодным или горячим. Самая лучшая температура – температура тела. Спринцевание с микроклизмами повторяют на протяжении 7 дней. На протяжении всего курса лечения требуется соблюдение строгой диеты, без которой лечение полынью не будет обладать требуемой силой. Исключается животная пища, белок, рыба, яйца, сладости, молочные продукты,
Ограничивается количество хлеба до 200 грамм. Он разрешен только в подсушенном виде. Нельзя принимать алкоголь, курить. Разрешенные продукты: крупы, овощи и фрукты, орехи, подсолнечное масло. Во время этого курса лечения возможно обострение скрытых недугов, ощущение слабости, появление суставных болей. Спринцевание можно продолжать дольше 7 дней, до полного купирования признаков простатита. С профилактической целью можно проводить полынотерапию весной и осенью. Также отметим пользу сладкой полыни, китайской, родом из Азии, которая содержит соединение артемизинин. Исследования показывают, что это соединение может ингибировать рост рака простаты и его метастазирование. Лечение простатита петрушкой. Петрушка обладает большим спектром полезных и целебных свойств. В особенности она снимает воспалительный процесс и восстанавливает половые функции. Несмотря на то, что мы постоянно применяем петрушку в кулинарии, ценим ее за пряный вкус, петрушка является лечебной травой, так как содержит огромное количество полезных минералов, витаминов и флавонов – апигенин, хризин, лютеолин. Отметим, что такой же полезной зеленью для мужчин, как и петрушка, является сельдерей. Так, например, в 100 граммах петрушки есть 2 суточных нормы провитамина А, что, кстати, полезно для глаз. А витамина С почти в 4 раза больше, чем в лимоне. Кроме того, в петрушке имеется инулин. Это природный аналог инсулина. Он также регулирует уровень глюкозы в крови и, кроме этого, является лучшим питанием для нашей микрофлоры кишечника. Сок петрушки нужно принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды. БАД к пище не является лекарственным средством. Автор статьи – Соколова Нина Владимировна, врач-фитотерапевт. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.